Всем привет! Ну что, АРП могут отменить? Ну, конечно же, это будет ужас для украинских беженцев, потому что это последняя палочка-выручалочка для всех, да, украинских беженцев, которые находятся в Ирландии. То есть те, кто живут по АРП, они в прямом смысле свободные люди, они могут путешествовать, да, они получают полные выплаты, то есть 235 евро на взрослого в неделю. Они живут отдельно, то есть это жилье может быть, да, как в городе, то есть они могут нормально, полноценно жить, э, так как для новых, да, украинских беженцев они попадают в эти лагеря, да, с полным пансионом, 90 дней всего лишь предоставляется это жилье, выплаты 38 евро, плюс многим нужно платить еще за еду, покидать такое жилище нельзя, чем на одни сутки, да, то есть, а если больше, то нужно брать разрешение, а если уедешь без разрешения, то твои вещи выкинуть и заселят туда другого, да, беженца. В прямом смысле АРП это последний лучик света, да, который остался. Но, ребята, всему приходит, да, когда-то конец. И в Irish Independence, я думаю, это очень такая, да, старая и уважаемая газета, да, и при этом в ней заявил не просто какой-то человек с улицы, да, какая-то бабушка Зина, которая сидит и обсуждает сплетни на лавочке, а министр жилищного строительства Дарах О'Брайен. Заявил он очень интересное. Разговоры про то, что программу АРП хотят изменить уже идут давно, потому что это эксклюзивное предложение только для украинцев. За все время, да, существования Ирландии такой программы не было никогда. Сейчас назовут там и хабы для ирландцев, и что-то есть там и для международников. Нет, ребята, тут смысл того, что 800 евро дается ирландцу, да, ну, принимающей семье, хосту, безвозмездно, это первое, без налогов, то есть просто так, как будто и шел по дороге, и пирожок нашел. Нигде они не учитываются, то есть просто бонус. Вот просто как будто ты выиграл где-то это в автоматах, да, в лотерею. И в этом весь эксклюзив. Из-за вот этого всего идут дискуссии, что нужно что-то менять. Сейчас мы это все рассмотрим. Понятное дело, новости, да, и тенденция идет на то, что украинских беженцев приравнивают к международникам, да. Сейчас большие дискуссии идут там в интернете, почему, если нас приравнивают к международникам, тогда давайте нам уже и считайте, да, каждый день проживания в натурализацию и так далее. То есть все уже максимально начинают возмущаться. По-настоящему Ирландия, поначалу Ирландия это была цветущая, красивая, классная, англоязычная, добрая, добрые люди, все хорошо. Страна, ну, когда страна начала немножко сужать круг, начала менять правила, люди начали разбиваться на два лагеря, на три, несправедливо, одним модульный дом, другим хостел, да, с двухъярусными кроватями, а тому то есть и началось, и все вот это поехало, и начали люди, да, дискутировать. Я скажу одно, Ирландия украинским беженцам ничего не должна. Нам всем должна только одно правительство, это правительство Украины и государство Украина. То есть Ирландия ничего нам не должна. Ни пенсии по инвалидности, никаких пособий, ни жилье, ничего она нам не обязана. Это все давалось временно. Это все давалось по temporary protection, то есть временная защита потихоньку подходит к концу. Программа ARP сейчас работает, то есть она будет активна до 31 марта 2025 года. И тоже потихоньку, да, идет к концу эта программа. Ясное дело, ее хотят продлить. Но вот начинаются первые обсуждения, в каком формате ее продлить. Вы понимаете, Ирландия все продолжит, как и должно быть. То есть, в прямом смысле, Еврокомиссия продлила защиту, да, еще продлила на год. То есть, до 26 года, до марта. Она продлит. То же самое там написано в этом протоколе, да, что каждая страна должна предоставить какое-то жилье. Но какое жилье, это первый вариант. Второй, каждая страна решает, на какой период давать бесплатное жилье. И третий вариант, любую программу сама же страна, да, которая принимает, она может изменять. И вот, пожалуйста, прекрасная программа ARP, не спорю, да, супер класс, но ее просто изменят, оставят ARP, но в том формате, в котором она была сейчас, я думаю, где-то вот октябрь-ноябрь
будут введены изменения 100%. И, возможно, они будут, да, потом, ну, вот их примут изменения, но они не сразу вступят в силу. Например, они вступят в силу после 31 марта, да, чтобы уже люди подготовились. То есть так постоянно и делается. В Ирландии так всегда они делают. Вначале какое-то лицо не слишком важное заявляет какую-то информацию, что идет какое-то обсуждение, идет какие-то моменты, да, в правительстве. Это значит первый звоночек о том, что все, эта программа уже в таком формате, которая является либо там выплата, либо размещение, да, так было по всем параметрам. Вчера читаю сразу комментарии всех экспертов. Да не вы думаете, все будет нормально, это просто пока есть бла-бла-бла. Ребята, нет, в Ирландии работает система. И так же самое было и с выплатами пониженными в начале все. Это не будет такого, как мы будем жить за 38 евро. Так как? Вот вам all-inclusive, да, вот вам такой вот лагерь, да, пионерский. Пожалуйста, кушайте, живите, 38 евро на личные расходы вам хватит. С голоду никто не помрет, ракеты не летают, крыша над головой есть, все нормально. Вот так это и работает. Почему указана была временная защита? И все должны это понимать. А у многих до сих пор еще розовые очки. Их нужно снимать и начинать идти работать и что-то делать для того, чтобы зацепиться и остаться в этой чудесной, прекрасной стране. Так, ну что, полетели, ребята. И что заявил, да, наш прекрасный министр жилищного строительства Дарах О'Брайен. Правительство пересматривает выплату в размере 800 евро украинским беженцам, принимающим жилье после критики, что это несправедливо по отношению к другим арендаторам. Ну, перевод, да, некорректный немножко, но смысл того, что нужно пересмотреть эту выплату, эту программу, потому что это несправедливо по отношению к другим арендаторам. В чем идет смысл? Я вам сейчас это объясню. И, в принципе, я даже скажу на своем примере. Мы снимаем вот эти вот апартменты, да, снимали их до сентября 2024 года за 650 евро. Сейчас мы будем платить 750, нам подняли рент, потому что раз в 2 года официально лендлорд может поднять рент. Если рынок, да, растет, то он может поднять до той точки, которая считает, да, рыночной. Вы можете это оспорить, да, там есть специальная организация, да, которая вас регистрирует, то есть как будто это ваша прописка, и вы можете там, я про это снимал, кстати, ролик, вы можете оспорить. Мы ничего оспаривать не будем, потому что цена реально рыночная, все спокойно, все нормально, 100 евро это справедливое повышение цен. В чем смысл? Смотрите, вот мы 750, да, по программе ARP это жилье не подходит, потому что оно сдается в аренду. То есть если жилье сдается в аренду, оно не может быть переквалифицировано в ARP. ARP это только то жилье, которое свободное, да, у обычных граждан, у обычных ирландцев, которые просто вас принимают в гости. Вот в чем смысл, вот почему оно и без каких-либо налогов. О чем здесь идет речь? Смотрите, вдумайтесь, вот арендодатель, вы же понимаете, с вот этих вот 750, он еще минимум 100 либо 150 евро платит налогов, вот с того, что мы платим ему рент. А любой ирландец, который сдал украинцу по ARP, понимаете, да, даже комнату, то есть у нас тут полноценная квартира, а он может комнату сдать и получать 800 евро, которые не облагаются налогом. То есть в прямом смысле в год посчитайте какая-то сумма раз, и два, вот этот арендодатель, который занимается, да, арендой, то есть он реально этим живет, занимается, строит здесь, поломался кран, то есть полное нос, кстати, обеспечение. У нас ломался уже кран, меняли душ, то есть все, что хочешь, плюс даже если полочку нужно повесить, призываешь специального человека, да, то есть сантехника, ну я так его называю, да, или столяра, как хотите. То есть он в прямом смысле все здесь делает. Даже если лампочку тебе надо вкрутить, ты не хочешь, да, ее трогать, ты просто подходишь, просишь, да, этого человека, он приходит и он делает это. То есть я к тому, что все хорошо, полное обеспечение, я понимаю, куда даже уходят мои деньги. Даже если там замок поломается, даже если холодильник, все меняется. У людей сломалась посудомойка, им новую привезли. То есть никаких вопросов. А тут, и он, получается, чистыми получает с наших денег, да, 600 максимум. Это сейчас с повышением. А когда мы платили 650, то там 500-550 максимум. А обычный человек, ирландец, 800 чистыми, не облагающими налогами. Не нужно ничего сдавать, никаких отчетов. Когда ты подаешься, да, на какие-то программы, эти деньги не учитываются. Вы понимаете, какая это благодать, да? И тот, получается, ирландец, у которого там был да, домик, который он сдает, там, например, да, кому-то. То есть, получается, он в минусе, плюс у него головняк огромный, да, и получается, что ирландцы
стали массово сдавать украинцам вот это по программе ARP и забирать у арендодателей. То есть нет смысла идти украинцу тоже подписывать, да, какие-то аренды, снимать жилье за деньги, свои деньги платить. Зачем, если за них может заплатить государство? Получается, честный арендодатель, он теряет рынок, то есть он теряет клиентов. И главное, он в минусе в деньгах. Вы понимаете, в чем диссонанс? Такой программы нету. Вообще и не было никогда. Это полный эксклюзив. И понятно, что любой эксклюзив, да, он когда-нибудь будет видоизменен. И вот первые звоночки, поверьте, это первые звоночки. Ребята, все, кто живете вы по ARP, если вы меня смотрите, пожалуйста, проснитесь. Вот эта программа, она будет изменена. И будет изменена не в лучшую сторону. Если вы работаете, не жалеете вы денег, то многие вообще такие прохаванные живут по ARP, например, семья полностью работающая, то есть в прямом смысле они живут лучше, чем ирландцы, то есть они получают больше, потому что они платят за жилье, а жилье это самый большой ну, вид расходов в Ирландии, вот самый большой из вашего бюджета уходит это жилье, да, это оплата ренты и коммуналка. То есть в прямом смысле вы отдаете там, некоторые до 50% отдают своего заработка только за вот эти вот платежи. Так что не стесняйтесь, не нужно скупиться. Поверьте, скупой потом платит дважды. И не нужно сидеть на халяве и думать, что она всегда продолжится, будет надолго играть. Вот уже первые разговоры, да, вот первое, о чем говорится в этой статье, да, я так развернул вам все, в чем недовольствие, да, самих ирландцев, многих, то есть арендодателей в прямом смысле, это уже обращаются, там уже подписи делают, арендодатели говорят, в смысле, у нас забирают рынок. Так, ну, как мы поняли уже, да, министр жилищного строительства сказал, что процесс запущен, что он будет, да, сообщить палату представителей и что это уже не изменить. Статью на Irish Independence я оставлю, вы можете почитать. И кто же, да, виновник всего этого события? Виновник это Шейн Фейн, такая партия, да, которая набрала этим летом, прибавила себе очков. Она правого, да, толка. Что такое правая и левая партии, сейчас скажу, кто не знает. Правая, это она нацелена, да, на консерватизм, на такое, да, на то, что Ирландия для ирландцев, как там Германия для немцев и так далее. То есть вы поняли, да, прошли парламентские выборы, да, в странах, плюс в Европарламент, и много правых партий прошло, то есть добавило себе очков. Ясно дело, что пока есть у руля еще левые. Левые это демократы, это, да, дружба, жвачка, все дела, но, как говорит практика, с каждым годом людям, да, которые живут в Евросоюзе, в том числе в Ирландии, уже надоела эта дружба, жвачка, потому что мигрантов больше, беженцев больше, больше тех, кто нарушает закон, и это мигранты либо беженцы. Второй момент, больше тратится на них денег, чем на своих же бездомных, понимаете? То есть сам парадокс, что на украинских беженцев, на других, да, международников больше тратится, чем на тех, да, бездомных, у которых есть гражданство Ирландии. Многих это бесит, и они не понимают, почему так происходит. Так что партия Шейн Фейн заявила, что их это не устраивает и что нужно пересмотреть. И уже в этой статье вы можете прочитать о том, что хотят пересмотреть. Почему хотят пересмотреть? Потому что, как я только что сказал, это несправедливо, что один сдает и работает в легальном поле, да, и теряет от этого клиентов, да, то есть он мог сдавать украинцу, да, и получать деньги бы платил бы налоги и шли бы эти деньги в бюджет. Но получается, что все сдают по ARP, и это как бы такое, знаете, типа, ну вот мы вам дали, и мы не видим. Такая логика. Правительство, мы вам дали деньги, но мы вот так закрываем глазки и говорим, мы не видим, что они у вас есть. Не видим, мы их нигде не учитываем, так что все хорошо. Возьмите, но мы их не видим. Как-то, да, это странно. Я этого сам даже не могу до конца понять, как такое могло произойти в Ирландии. Вообще все строго, да, там все нужно доходы декларировать. И если у тебя есть какие-то сверхдоходы от чего-либо, то в прямом смысле тебе могут пересмотреть там выдачу medical card, остальные программы, если ты подаешься, и это все учитываться должно. А вот эти денежки по ARP, они нигде не учитываются. То есть весь процесс по тому, что ARP будет изменяться в той или иной мере, все, оно же будет изменяться, ребята. Так что, если вы живете по ARP, думайте, лучше, как говорится, береженого Бог бережет, и заранее уже сейчас приглядывайте, смотрите какие-то себе виды размещения, в смысле аренду.
Дальше, да, то есть в начале ARP было 400 евро, оно было непривлекательно, люди неохотно хотели принимать в свои дома, да, чужих людей. Ну, когда подняли до 800 евро, то, как говорится, ничего лишнего, это просто бизнес. Понятное дело, деньги все решили, ирландцы прекрасные люди, добряки и так далее, улыбчивые, радующие жизни, можно сколько хочешь тезисов, да, приводить, говорить, но, ребята, деньги все решают. Потому что, когда было 400, неохотно принимали. 800 подняли и сделали такую промо-компанию, Интрео подключили, и все. И пошла сразу, система заработала, и люди начали массово принимать, как и сейчас. Но сейчас уже многим начали разжевывать, да, эту информацию. Многие, поверьте, ирландцы читают газеты, это просто, они реально до сих пор всегда в курсе всех событий. И вот уже вот это они прочитают, поверьте, и многие такие, да нет, уже все, уже, значит, понятно. Потому что в Ирландии так это работает. Закидывается удочка вначале маленькими игроками, и это значит, что уже процесс пошел. Процесс пошел, и уже его не вернуть. Полностью статью мы не будем, да, как говорится, пересказывать. Тут просто сказано про то, что вот пример идет, да, Дони Гелли, да, что человек сдавал, и что вот именно он теряет. Я про это уже сказал, что люди, он мог бы сдать украинцам, да, там, потому что украинцев много, многие работают все равно, то есть и была мотивация даже больше, чтобы работать, когда ты знаешь, что у тебя другого выбора нет, то тебе нужно платить за рент, ты их пойдешь работать, ты будешь искать, будешь бежать, не знаю, если у тебя семья, так тем более, чтобы твои семьи не выгнали, да, на улицу. Но мотивации нет у многих, потому что живет по ARP, по ARP, если живешь, выплаты тебе в полной мере платят, 235 на взрослого, да, то есть ты живешь, в принципе, ну и зачем тебе идти работать, если ты не платишь там за коммунальные, да, там сбросился со всеми, немного там это выходит, особенно летом и весной, да, зимой, понятно, там на ойл, потому что отопление, там, все. То есть, понятное дело, beautiful life. Но теперь эту beautiful life хотят немножко изменить. В каком формате, я думаю, будет изменение. Сейчас я скажу уже свои именно размышления, да, о том, 2-3 варианта накину, я думаю, какой-то из них будет принят. Первый вариант, который тут указан в статье, да, и который, я думаю, очень-очень много вероятен, это то, что заставят всех ирландцев, которые принимают украинцев по программе ARP и которые, да, получают эту выплату, то есть их заставят регистрироваться как уже арендодатели, чтобы с этих денег платить что? Правильно, налоги. То есть я же говорю, я там налоговую ставку точно не знаю, но с этих 800 точно 100-150 будут вычитываться. То есть идти в бюджет. Справедливо это или нет? Ну, конечно же, да, потому что я же говорю, многие возмущены тем, что эти деньги просто никто не видит. Их дают, но правительство говорит, мы их не видим. Мы вам дали, и, ну, пользуйтесь, все нормально. Это очень эксклюзивное предложение, которое, да, будоражит общество. Оно недовольно. И я думаю, что вот этот вариант, он очень вероятен, что реально людям скажут, программа остается, все хорошо, мы ничего не отменяем. Как были мы хорошими ирландцами, так и остаемся. Как ждем мы украинцев у себя дома, тут в Ирландии, так мы и ждем. Оставайтесь. Но, ребята, ирландцы, которые вы предоставляете хосты, да, которые даете жилье, пожалуйста, если вы предоставляете это жилье, ну, например, там, не знаю, там, с января 25 года у вас есть 2 месяца, да, там, или месяц, а вообще это все делается вот так по щелчку в онлайне, чтобы зарегистрировать свое жилье, да, ну, официально зарегистрировать, как ты арендодатель, да, без проблем, там все делается за один день или два, там все в онлайне делается, заявка подается, вообще не вопрос. То есть я к тому, что скажут, ребята, регистрируйтесь, и теперь вы будете платить с этих выплат налоги, это первое. И второе, они будут учитываться в общий бюджет, вы понимаете, да? Теперь подается ирландец на какую-то программу, там надо ему, да, либо даже выплаты по безработице, тогда может он не работает. А он, оп, а ему 800 приходит. Ему нужно это учитывать, что выплаты сразу становятся меньше. Подаемся на medical card, оп, а у вас есть дополнительный доход. Оп, и они не входят в эту уже категорию. Минус medical card. Вы поняли, о чем я говорю? И все. И когда вот это вот ведется, если ведет, а я думаю, вот это вот самое вероятное вот этот момент, что будут просто регистрировать, всех заставят.
и что эти деньги будут учитываться теперь в бюджете именно семьи, которая принимает. Если это сделать, ребята, ну, ирландцы уже не будут так охотно принимать, потому что это им лишний головняк. Сейчас это темные, можно сказать, деньги, которые нигде не учитываются. Как только деньги начнут учитываться, их заставят регистрироваться, то, поверьте, большое количество людей разорвет с вами контракт и по истечении уже продлевать его не будет. А вы знаете, что по ERP там написано, что минимально на полгода, но если человек даже вас через неделю попросит уехать, вы обязаны уехать, потому что эти контракты это просто Филькина грамота, это просто, ну, просто листок. Вот обычный листик вы взяли, да, и то же самое, и то, что там написано, там ваше имя, фамилия, там он что-то обязуется. Ничего, никакой закон его не принуждает вас держать там полгода в своем жилье, в своем доме. Это личное его жилище, которое он не сдает в аренду, нигде оно не учитывается. Вот мы снимаем сами жилье. Нас не могут просто так прийти и сказать: все, ребята, выходите, все, мы не хотим вам снимать. Нет, так это не работает. А в случае RP это так работает. Так что если заставят вот это все делать, это первый огромный минус, да, и много людей моментально, много ирландцев, принимающих семей, да, хостов сразу скажут: мы не хотим в это ввязываться. Это первое, что я думаю, и это, думаю, вариант, вот он мне что-то больше всего кажется, что его примут. Следующий вариант, ребята, вот этот вариант, который второй сейчас я скажу, он тоже будет реализован, мне кажется. Это то, что уже будет проверка именно украинцев. То есть те украинцы, которые работают, у которых проходят, да, не проходят тест нуждаемости, то есть в прямом смысле семья работающая. Вы можете сами себя платить, вы знаете, там есть специальные схемы, и если семья получает до определенного порога, да, там вроде бы там 600 сейчас евро, то она сама себе за себя может платить. Я имею в виду там, например, классическую семью, там, например, жена, муж и один, например, ребенок, да. Если больше детей, там больше получается тогда у вас, ну, сумма, да, на которую вы можете в эти критерии войти. Например, 600 евро. Вот, например, работает, да, два взрослых. Понятное дело, что они зарабатывают больше 600 евро в неделю. Все, тогда что они делают? Просто говорят: вот эти 800 евро теперь не мы будем, правительство, платить вот этому, да, вот этой принимающей семье, а вы. Просто вы идете в любой банк и создаете платеж, и все, и каждого числа, там, когда там, в каждого, да, последнего числа месяца идет платеж, да, по ERP. Ну и вот у вас с карточки будет сниматься и просто перекидываться на карточку, на счет лендлорда, таким же образом, каким перекидывали эти деньги правительство, да, Ирландии. Все, теперь вы будете просто оплачивать. Это, я думаю, тоже очень много вероятно, что это примут 100%, потому что в статье обратно же про это говорится, что есть украинцы, которые живут просто бесплатно, при этом они работают, и получается это тоже несправедливо. Получается, люди получают сверхдоходы, потому что они не тратятся, а любой ирландец, который снимает жилье, либо любой мигрант, либо трудовой, да, который приехал сюда работать, он снимает жилье, он тоже работает, пашет, мозоли набивает, но при этом он платит за свой рент, а украинец нет. То есть вот это тоже как вариант, который, да, будет один из вариантов, которые могут принять. Я думаю, что первое, что второе, они как-то это смиксуют и что-то придумают. Ну и еще одно, да, такое рассуждение на то, что могут сказать, да, что, например, 400 евро платило государство, да, а 400, например, сами украинцы. Даже не важно, если вы на выплатах сидите, если у вас семья, например, полная, да, и вы сидите на выплатах, например, вот даже классическая семья, там, вот муж, жена, ребенок, вы сидите на выплатах, живете по АРП. У вас там вполне, думаю, в неделю 400 плюс вы получаете, да, по выплатам. Это минимум, я думаю. Ну, и, пожалуйста, вам скажут тоже: ребята, вы прошли классификацию, вы можете хотя бы половину платить. Платите. То есть, вот эти все варианты, что я озвучил, то есть, в прямом мире, если заставят регистрироваться ирландцев, то ирландцы просто массово будут отказываться предоставлять это, потому что для них это головняк. Второе, даже если вот не ведут обязаловку, а я думаю, ведут регистрацию, потому что Шон Фейн именно на вот этом делает огромный акцент, что эти деньги как будто в тени, вот просто как будто теневая экономика, просто вот
Люди просто 800 евро получают просто с небес. Просто и шел, я же говорю, повторяю еще раз. Пирожок нашел, села, блин, поела и дальше пошла. Все. Вот это так вот я вижу сейчас. Вот реально, даже я не понимаю, почему они нигде не учитываются. Это не 100 евро, не 50, не 200, не 300. 800 евро, вы понимаете, да? То есть это нифига себе, это очень огромные деньги. Даже сейчас с тем, что за 2 года, да, цены повысились в Ирландии так неплохо. Но все равно это солидные деньги. На эти деньги можно жить. На эти деньги можно, не знаю, отлично семья может питаться, даже, ну, одеваться еще. То есть в прямом смысле это не просто так. Это... И вот из-за вот этих всех вещей, да, вот этого недопонимания, почему так происходит, то есть будут изменения уже стопроцентные. Так что готовьтесь. То, что я озвучил в каком-то формате, вот это, что я сказал, 100% это будет. Что-то из этого, что только что я озвучил, да, либо обяжут ирландцев регистрироваться, плюс будет проверка нуждаемости. Если вы там работаете полный рабочий день, то автоматически, например, вы платите сразу всю сумму. Если вы сидите на выплатах, то, например, половину суммы. Или работаете не полный рабочий день, тоже там половина суммы. То есть вот эти вот критерии, варианты будут в той или иной мере использованы. То есть изменения будут. Еще раз повторяю, временная защита нам ничего не должна. Как принимали в 2022 году, вы помните, и уже прошло 2,5 года, сколько изменений сделано. И видите, они ничего так не меняют. Смотри, ARP, они изменят выплаты, просто поменяли название. Но выплаты вы же получаете, вы понимаете, о чем я говорю, что все можно изменить. Все можно изменить красиво. Ирландцы они это делают красиво. То есть они, например, даже перед тем, как, я помню, да, запретить выезжать с бесплатного жилья, с отелей, помните, как они сделали рождественские каникулы даже для украинцев, чтобы они могли вроде бы на 2 недели могли уезжать, а потом буквально через полгода бум, и все, ребята, вы никуда не можете выезжать без каких-либо специальных разрешений, да, и обратно же, чтобы получить это разрешение, у вас должно быть какое-то серьезное обстоятельство, то есть там только смерть родственников, либо что-то по здоровью серьезное. Все. Просто так приехать в гости, сказать, я хочу увидеть там родственников, да, и дом свой, квартиру, и погулять по этим улочкам, да, поностальгировать. Нет, уже все, ты не можешь так поехать, только на свой страх и риск, что потом ты приедешь, ты 100% твоей койки, либо твоей квартиры, либо твоей комнаты не будет. Так что, ребята, вот это первый звоночек, он очень важен. ARP не отменят, конечно, это такой у меня дояркий заголовок, но его изменят. Его изменят максимально, а по поводу отменить, все-таки его отменят. Но временная защита аж до 26 года. Вот в 26 году его отменят, но до 26 года ARP уже будет в другом формате. Буквально, я думаю, я же говорю, месяц-два до декабря, до Крисмаса они примут эти правила, которые поменяют очень многое в Ирландии для украинских беженцев. И их количество, конечно, после того, как ведутся изменения по вот этой вот программе, конечно, колоссальный отток людей будет. Он уже сейчас есть, и люди многие на эти стебутся и снимают вот эти вот тиктоки, которые просто, да, вот любой ирландец бы их перевел, это просто, как это ужасно, это типа они говорят сарказм, смех, ну какой девушка снимает, типа с рюкзаком, понизили выплаты 38, все, я полетела, и написано, ну типа Германия, то есть потому что в Германии там и можно прилететь, да, оформиться и получать обратно же хорошее пособие, обратно же халяву. Зачем такое снимать, я не понимаю, потому что это не красит никак людей. Я понимаю, возможно, человек реально там поехал просто путешествовать, да, может он работает, это просто реально сарказм, да, просто такой тикток, просто юмор, да, веселье. Но, блин, это такой юмор на тоненького, что он абсолютно никого не красит. Пишите ваше мнение по поводу этой программы ARP, как вы думаете, в каком формате ее оставят. Пишите ваши мнения в комментариях, либо это просто все мое бла-бла-бла, и мы тут все, я все это сказала, это все неправда, и все будет хорошо, и программу ARP продлят до 2100 года для украинцев. Короче, свое мнение пишите. Я живу без розовых очков, надеюсь, и вы. Всегда на связи.